Я прошел FNAF Security Breach спустя год после ее релиза, и честно могу сказать, что мне понравилось. Но баги, оптимизация и так называемая каноничная концовка, или типа того, это просто полный пиздец. Ладно, хрен бы с ней с оптимизацией, но баги, сука, баги. Вот кто-нибудь, вот просто кто-нибудь может мне объяснить, как? Просто вот как вообще, по идее, должна проходиться концовка за спрингтрапом? Вот серьезно, без использования бага с сидением за лавочкой, это, по-моему, будто бы нереальная какая-то херня. Ну да ладно, на самом деле, я как человек, который за FNAF'ом не следил, где-то счастье так, 4-й, могу сказать, что да, Security Breach мне понравился. И да, Стас, это к тебе обращается. То, что ты сподвигнул меня проходить этот FNAF, привело к тому, что я прошел его полностью. От и до. Все концовки расплюнуть. Все коллектиблсы собрать. Да не вопрос. Да камон, я даже сел и прослушал все, сука, спрятанные диски. Вы думаете, я не ебанулся? Я ебанулся. Ладно, вообще, видос я этот хотел сделать чисто как заключительный. DLC, кстати, буду проходить, как только оно выйдет. Так что, ну, подписывайтесь. А видос этот, по сути, о том, как я просто прошел все оставшиеся концовки, собрал коллектиблсы и сыграл в мини-игры Монти и Солнце. Кстати, мини-игру Солнце я так до конца полностью там и не прошел с гличом вот этим вот. Я просто набил какой-то рекорд и немножко чекнул, как выглядит этот глич. Вот, но ничего особо там интересного нету, так что, ладно. А еще я, кстати, так понял, что мини-игру с Чикой все-таки вроде как вырезали, так как я в нее так и не смог сыграть, хотя я видел в каком-то видосе, что она вроде как существует. Ну, и также в этом видосе будут 20 минут моего мега просто задумчивого сидения и прослушивания всех скрытых кассет. Кстати, перед тем, как мы все это начнем, хотелось бы упомянуть пару интересных моментов. По идее, можно сказать, что все недособранные коллектиблсы я собирал на сложном режиме, ибо мне было просто лень возвращаться к старому сейву, поэтому я решил все собирать после 6 утра. Но, даже несмотря на то, что у меня и была единственная главная сохраняшка, я так ни разу за все это время, по-моему, не умер. Это просто офигеть. И вот что. Записи моментов, где я собрал улучшение аккумулятора фонарика в детсаду, а также старый постер в лазертаге, я просто тупо потерял. Поэтому я просто оставлю чужие вырезки видео, как их подобрать. И да, получается, кстати, что единственный предмет, который нельзя честно подобрать после прохождения, это то самое улучшение фонарика в детсаду. Ибо, к примеру, возможность вернуться в лазертаг разрабы добавили, хотя раньше ее как таковой не было, и там приходилось тоже юзать это все с помощью багов. Однако, никто мне не мешает использовать мои любимые баги для сбора коллектиблсов, и, скажем так, возврат в этот детсад все-таки возможен. Ладно, тут можно сказать, что я все. Видос поделен, если что, на части, так что можете скипнуть то, что вам не интересно, к примеру, ну или скипнуть весь видос, похуй. А так, начнем мы с концовок. Однако, концовку со спрингтрапом я все же оставлю у себя только в оригинальном прохождении, дабы не повторяться. Если интересно, можете ее чекнуть там. Ну все. Поехали. Так, ну что же, начнем мы, наверное, с самой непонятной и сложной концовки. Ну как сложная? Она не то чтобы сильно прям сложная, просто она реально не совсем понятная. Она вроде как открывается после 6 точно так же, как и любая другая концовочка, но с ней есть парочка вопросов. С ней непонятно, что делать. Вроде как много где говорится, что для того, чтобы ее открыть, вам нужно собрать все вот эти вот золотые игрушки всех персонажей. Но прикол в том, что я их даже не дособрав, точнее, у меня, по-моему, только было 2 из них. У меня было дофига уже собрано других предметов и т.д. и т.п.
У меня была доступна эта концовка. Я здесь случайно пробегал, случайно загрел Рокси, проходил мимо двери, у меня такой, типа, бац, Мишка Фред такой, типа, не хочешь там уйти, т-т-т-т-т-т. Поэтому тут непонятно, как ее собрать. Вроде как есть еще инфа, по крайней мере, когда я смотрел и искал, что, как ее открыть, что, чтобы получить, нужно собрать какое-то количество коллектиблсов. Возможно, суть в этом. Но не совсем понятно, поэтому, кстати, если что, в моменте, где я буду показывать, как я собирал все коллектиблс, я золотые фигурки отдельно оставлю, но я не уверен, что есть смысл их собирать, чтобы открыть эту концовку, потому что, по-моему, они на нее не влияют. Могу ошибаться, но вообще это очень странно. Так вот, но все же, у меня тут все открыто. Вот, и у нас теперь есть выбор. Мы можем уйти, а можем остаться, продолжить расследование загадок Пиццаплекса. Вот, понятно. Но в этот раз мы уйдем. Готово. Пожарный выход. Такс. Пора покончить с этим. Ля, прикиньте, если бы у нас была бы специальная модификация для Мишки Фреда, и чисто мы брали, бегали бы, и это, аниматроников бы такие, типа, пальчиком всех. Это же имба, если так задуматься. Типа страшно, типа испугались. Венни, я тебя вижу, у меня новые глаза. Мега пафосно побежал. Фредди! Прощай, Грегори. Ну да, эта концовочка, кстати, наверное, как бы такая себе, потому что, ну, мы тут двоих дебилов просрали, хотя Мишка Фреда, но он же робот, ну, аниматроник же он, почему он помер от того, что он упал с высоты большой? Ну, поломаться, да. Вон, Монти упал еще, по-моему, с большей высоты, и ничего, живехонький, ползает, карабкается, так там его вообще еще придавило всякой хуйней. Непонятно, но, в общем, такая вот концовочка, да. Текс, ну и тут, в общем-то, еще. Тут после титров всегда вот эта вот концовочка дополнительная. Угу. Мега пиццаплекс сгорел дотла. Вот так вот, вот так вот. Так, вторая же концовочка у нас заключается в том, что нам нужно просто, по идее, сбежать вот здесь вот, имея 7 уровень пропуска. То есть, ну, по идее, к концу игры ты его уже по-любому получаешь. Другой вопрос, а как его активировать-то? Сюда, что ли, просто пройти? Да, вот. Ну, это опять у нас есть выбор, все дела, там и т.д. и т.п. Вот, нужен просто 7 уровень пропуска, который по ходу игры просто ты на изи получаешь. Так что, ну, как бы, берем и уходим. Окей. Врум-врум. Привет, возьмите эту карту. Грегори. Мой аккумулятор.
Фредди. Охуенная озвучка, мне нравится. Ну, как озвучка, я имею в виду субтитры. Грегори. Новое лицо Фейсбер Entertainment. Ну вот так вот, вот так вот. Да. Так, ну и теперь самый, наверное, банальный и неинтересный, самый хреновый исход, который только может получиться. Да, у нас есть выбор, там и т.д. и т.п., но мы выбираем ничего не делать, просто сдаться и свалить. Да. Да. Но мы берем и просто сбегаем через главный выход. Без Мишки Фреда, без каких-либо расследований, без всего этого. Просто в соло берем, уходим. Так, позже. Скажем так, это, ну, если так подумать, можно назвать чисто bad ending. И все, пропали без вести. Местные жители продолжают исчезать, да. Бара-бара-бере, бара-бере-бере. Да, ну вот, короче, как-то так. Так, ну а теперь уже хоть что-то поинтереснее, скажем так. Это уже концовочка с Ваней. Ее можно, по идее, получить через любой выход, но просто этот самый ближний. Поэтому, да, у нас есть выбор там и т.д. и т.п. Мы можем остаться, продолжить расследование и т.д. и т.п. И мы, собственно, выбираем, скажем так, концовочку с Ваней. Для нее, если что, нужно найти сначала ее убежище, но, бля, я думаю, все и так в курсе про это, так что похер. Так что берем Ваня. Ну, мы видели ее логово в Фазербласте. Нам удастся там ее поймать. Да, блять, опять субтитры херня. Так, сейчас, возможно, мы сможем застать ее врасплох. Да, пойдем, давай покончим с этим. Ну и, в общем, мы идем и возвращаемся в Фазербластер. Разобрать Фредди. По-моему, там было сказано "This isn't all Freddy". Типа, это еще не конец Фредди, но допустим. Мишки Фреда Бобо. Ну а мы идем разбираться, получается, с Ваней. Так, мы появляемся перед дверью. Ну что ж, поехали. Твою мать, Рокси! Вау. А роботы тут более опасные, более стрёмненькие. Чика! Прием, Грегори, ты меня слышишь? У меня по-прежнему есть сигнал. Доберись до кабины Фазербласт. Около пульта охраны. Направь их против Вани. Ладно, в общем, бежим как раз-таки к ее месту. Но, у нас есть выбор. Мы можем направить роботов, нажав на кнопку, а можем взять и сесть играть в Princess Quest 3. Как бы это глупо не было. Поехали, старт. На что там старт нажимается? Enter. Так. Меч у нас, кстати, остался. Я, честно, я еще не проходил, поэтому, как бы, как получится, так получится. Ага.
Так, ну допустим. Тихо, уйди. Ишь. Все. Брысь, брысь. Ишь. Еще один. Не один. Много. Так, все, свалили. Так, нет, не выпендривайтесь тут мне. Что? А как я урон получил? О, в смысле? Я умираю? Твою мать. Похоже, эта дверь закрыта. Окей. Это уже и не дверь, считай. О, черт. Все, нам жопа. Так, игра кончена. Продолжите, нажмите старт. Ну давай. Так, это, знаете, это как буквально небольшая часть еще от прохождения моего, которое все-таки было. Напоминаю, если кому интересно все же глянуть, вы можете посмотреть его. Ой, а как сюда попал-то? Да сколько вас тут, сколько можно? О, сердечки, все отлично. Чика. Ну или что-то наподобие Чики. Это ты кто? Это ж пулялка. Да, это пулялка. Нет! А как? Погоди, а как? А, вот так. Да как ты успел попасть-то по мне? Ёпарасы-то. Так, а вот это уже начинается сложность. Ну как сложность? Не сильно, но... Непонятно. А как сюда? То есть нам сюда надо как-то. Ага. Ясненько. Так, аккуратно двигаемся сюда и сюда. Ой, ё-моё, это опять тень та самая. Сейчас бы еще понять, как мне правильно с ней взаимодействовать. Погоди, стоп. А реально, а как? Чё? А, она мне помогла. Спасибо, спасибо. Понятно. Что-то здесь не так. Нам дали игрушку Спрингтрапа. Но получается, идем обратно. У нас еще есть проход вниз, который мы еще... Ну как так-то? Который мы еще не исследовали. Иди сюда. Сердечко дашь? Дашь. А, его не подобрать, класс. Опа, сундук. Ох, как здорово. Согласен, согласен. Полностью поддерживаю. По факту. Так, ну, давайте спустимся вниз, потому что внизу мы не были. Так. А, вот он тот самый сундук. Но туда, я так понимаю, пока лучше не идти, потому что там дамажит. Давайте вниз пойдем. А тут внизу ничего нету, стоп. Не понял. Погоди, игра, ты как-то меня наебываешь. Нам куда-то игрушку... А, нам игрушку, наверное, надо, чтобы сундук открыть. Он там горит, а Спрингтрап любит гореть. Нет. Погоди, а как? Сейчас вообще А, тут дверь была, серьезно.
Там же кто-то был, там то ли Фокси, то ли еще кто-то ходил. Ой, ё-моё. Ой, ё-моё. А, ну он тупенький. Не совсем тупенький. Но немножко тупенький. Так, ну он подсвечивается, это главное, поэтому... Чё, все? Я открыл какой-то проход? Так, он там внизу. Что-то здесь не так. Это явно что-то здесь не так. Это прям точно-точно. Похоже, эта дверь заперта. А что мне? А как? Вот они, два ключа, получается. Необычный ключ. Интересно, что он открывает. Ну, походу, он сюда проход открывает. Пошли. ППшечки есть, это хорошо. Куда мы идем, ё-моё. Сейчас опять какая-нибудь страшная поебень будет, да? Что это такое? Чего? Все? Ну ладно, окей. А, ну это концовочка. Все, вот теперь мы... Ошибка. Дэм. Роботы вдруг офнулись. Кстати, они намного страшнее выглядели почему-то до этого. Ага, вот маска, собственно, и... Да. Go on, superstar. А где перевод? Угу. Если так подумать, вообще это типа хорошая концовка, но она вроде как не каноничная. И тут даже музычка другая, я специально даже для этого оставлю все-таки вот эту всю часть. А я люблю музычку под конец, особенно с субтитрами, ой, с этими с титрами послушать. Вообще, я не знаю, как, чего, зачем и почему, но, по-моему, это, наоборот, самая такая, ну, типа, реально хорошая концовочка, но насколько она канон, не канон, я хуй знает, но она, по-моему, самая прикольная, типа того. Сейчас еще будет под конец самая финалочка небольшая, вот, и, как по мне, в отличие вот от всех остальных концовок, которые есть, она, по крайней мере, нормально, кстати, проходится. То есть, в отличие от той же концовки со Спрингтрапом, которая забаганная до пизды, просто нереально, ну, это смотрится неплохо. Я не совсем понимаю суть, то есть, как бы, я, да, наслышал там всяких теорий, то, что там вот эту Венни Спрингтрап как-то там захватил разум, что-то типа того, но даже тут это более-менее вроде как показано, поэтому мне нравится вот эта концовочка, и было бы круче, если бы она была бы каноном каким-нибудь, чем та хуйня со Спрингтрапом, потому что там это, конечно, полный пиздец. Вот. Ну, в общем, как-то так.
А я не помню. По-моему, в концовке со спрингтрапом тоже была просто дефолтная музычка такая, типа вот это. А тут уже прям совершенно другая. В остальных просто всех концовках одинаковая музыка. И музычка прям реально классная. Так, ну что ж. И вот, собственно, финал. Скажем так. Да, бредовый до абсурда, но вот такой вот. Как-то да. Та-дам! Так, ну и напоследок мы как бы берем и вновь возвращаемся обратно к Ване. Только в этот раз мы получим как бы концовочку, по сути, похуже, потому что, ну, мы сделаем другой мув просто. Вот. Суть в том, что, да, мы тут сейчас нажмем на кнопку вместо того, чтобы проходить еще раз Princess Quest. Вот. И, в общем, все, да. Если что, концовочка со спрингтрапом все-таки будет отдельно, наверное, потому что, ну, перепроходить я ее не... Мне впадло ее перепроходить это раз, а во-вторых, просто, ну, типа, я ее уже прошел, повторного смысла это делать нету. Вот. И поехали. Сейчас мы вновь убегаем от, получается, типа Венни, ну, или не убегаем, я, кстати, даже не знаю. Я забыл, что у меня фазер-бластер есть, и я могу от Рокси избавляться вот такими мега-мувами. А, от нее я не могу избавляться такими мувами. Я забыл. Погоди, Рокси, не выпендривайся тут. Так, а куда мне тут надо? Да, мистер Фредди все еще есть сигнал. Да, направь их против Вани. А Чик идет за мной, нет? Нет, не идет, все, на меня там забыла, что я существую. Ну, и теперь мы нажимаем просто на кнопку. Ну, вообще концовка ни туда, ни сюда. По-моему, вот как раз-таки она ни о чем. Disassemble Венни. Ну где перевод-то? Ну типа, Disassemble это вроде разберите или что-то в этом духе. Наверное. Ну, по крайней мере, понятно, что ей не очень хорошо после всего этого. А Мишка Фред у нас тут все. Грегори. Ты моя звезда. А, музычка тут, кстати, такая же, но ладно, мы это пропустим. Ну и тут новости. Fazbear Entertainment закрывается из-за каких-то непонятных штук. Там что-то время переоткрытия неизвестно. Вот так вот. Если что, концовочек со спринтрапом отдельно. Я, наверное, ссылочку в описании оставлю, да и в комменте закреплю. Так, на всякий случай. Ну и вообще можете глянуть мое прохождение. А так, все. Как-то вот так вот. Переходим ко всякой другой херне.
Ладно. Hello, Vanessa. How are you feeling today? You look a little tired. Well, it's been a while since we last spoke. How's your anxiety been? You did so well with your calming protocols when we first worked together. Are you still using those? Yes? Okay, good. Well, now I understand there's a new issue. It came on just recently, rather suddenly. Can you tell me about it? What issue? I've been doing my job. I come in and sit at my desk and do my work. Yes, of course you do. Your performance reviews are good. But a routine check of your online history has revealed that you spent quite a bit of time with someone in an encrypted conversation. We have transcripts, and I've read them. But it's not clear what you're talking about in these conversations. I can't make sense of it. You must be getting something from these that I'm not getting, right? Who are you talking to in these? No one. Sometimes I talk with Lewis. He's in the marketing department. He's nice, I guess. Yes, I see Lewis here. But there's someone else. Good morning. Isn't it a pretty day? No? What's the matter? Oh, right. Too bright. I'll pull the shades. Better? When the shade's pulled, it feels like we're in a cubbyhole or a cave? Yeah? So you're not talking to me again today? This isn't all that productive, you know. Don't you think the sessions are more successful when you talk to me? You know, everyone associated with this company gets performance reviews, right? When my sessions don't get results, my reviews aren't very good. If you don't want to talk for your own sake, how about for mine? You don't want me to get in trouble, do you? I could be put in the corner for a timeout. Yeah, you think that's funny, huh? Hi, go ahead. Sit down. I don't know you. What happened to... Oh, we'll get to know each other in no time. I've read through all your files, so I feel like we've been talking for weeks. I feel like I know your dad, too. Bill, right? Your dad's name was Bill?
I'm sorry, what did you say? I try to do what I'm supposed to do. I know you do. Your supervisor notes that you follow instructions perfectly. Your dad made you follow instructions, didn't he? I'm talking about the custody battle between your mum and your dad. Your dad didn't play fair, did he? He used to make your mum look bad in court. I'm so sorry that happened to you. Do you want to talk about how that felt? I suppose I don't need you to tell me it felt bad to have a parent scare you into saying things that weren't true. He manipulated you. It wasn't your fault. It's really sad. But it's common for one parent to use their child to hurt the other parent. I know your mum after she lost the custody case. I was supposed to be a good girl. What happened to her had nothing to do with you, even though it was your testimony that did it. Was that testimony true? No, I didn't think so. But your dad is to blame, not you. You're not going to talk to me? No? What's the problem? Oh, the flowers? Yes, these are particularly fragrant today, aren't they? I'll move them. There. Now, let's see. What are you looking at? You're amazingly alert, aren't you? All right. Well, I'd like to have you tell me about yourself. But I can see that you're not going to do that. Or are you? All right then. If you aren't going to talk to me, I'll just go by these notes. You just sit there and be comfy. Or not. That chair doesn't really fit you, does it? Well, this won't take long. Let's see. Your previous counselor is no longer available. Does that bother you? No? You don't look surprised to see me sitting here instead of your last therapist. Well, then, let's get to it. I'll admit that some of what's in your file is a little surprising. Overall, you don't come across as a troublemaker. But if you read between the lines, it's clear that you have a little rebellious side, right? And I'm surprised by your knowledge of computers. You're something of a phenom. Do you know what that word means? It means you have unusual skill, like a hacker. I assume you know what a hacker is. Yes? Do you think of yourself as a hacker? Good morning, Vanessa. Let's jump right in, shall we? I got a message last night about you, and I have to be honest, it was upsetting. Apparently, the IT department has put together a pretty lengthy report chronicling non-job-related communications that have been coming to your computer. The fact that you're still doing something obviously not work-related on the job is disturbing enough. But what bothers me about what I read is that the messages you're getting seem very manipulative in nature. Do you know who I'm talking about? I get a lot of messages from friends. I like when Lewis writes to me. He's funny. I'm not talking about Lewis. You know who I'm talking about. Why won't you open up about it? What you might not know is that this person who's been sending you messages has been hacking into your personal files too. These are the same files I have here. These files are full of details about your life. Do you know what that means? I'm not in the tech department. I just type on the computers. I know that. But what matters here is that this person who is contacting you knows a lot about you. Lots of people know more than I do. Sometimes I need to listen. Good morning. It's good to meet you. I've read your file, so I'm up to speed on what you and your previous therapists have worked on.
Sure, you can have a candy. I'll have one too. You look chill sitting there like that. Not a care in the world, huh? All right. Well, I'd like to start by talking about your parents. What happened to them and you was tragic. But when I looked through the notes, I didn't get a sense that you've processed that emotionally. When I read your account of what happened, it came across as, well, more of an objective rather than a subjective narrative. Oh, sorry. You don't know what that means, do you? What I mean is that the way you told the story is more like you were reading something from a book than you were talking about your own past. That makes me think you've cut yourself off from it. Is that right? Not sure? Well, I see in your file that you spend a lot of time by yourself and are good at self-dialogue. You know what I mean? Asking yourself questions and getting answers. So maybe you should ask yourself how you really feel about your past. Maybe you should give yourself a chance to really look at what happened and let yourself be upset about it, so you can let it go. Hi, Vanessa. Would you like a candy? Butterscotch today. No, thank you. Those have 35 calories apiece. Well, they taste good to me. Okay, I thought we could do something today that will help us get to know one another better. It looks like you've never taken an ink blot test, right? No? Okay. Then I'm going to show you some ink blots, like this one. And I want you to tell me the first thing it makes you think of. Here we go. What do you see here? A treehouse. It does look sort of like a treehouse, doesn't it? Do you like treehouses? I like to sit outside and read. That's good. Now, what about this one? A beetle. Really? Looks like a face to me. That's very interesting. Have you thought more about what we talked about? In our last session, you told me you were sad and scared about what happened to you. I suggested you write down exactly what made you so sad and scared. Did you do that? You know, I work with people of all ages, from little kids to the very elderly, and everyone reacts to tragedy differently. Tragedy always leads to a feeling of loss. It's a hole that feels funny, right? Yeah. So, if you could process those feelings, how do you think it would affect your fantasies? Would you keep them in the way they are? What are you doing? Oh, you like those? I do too. They smell so sweet, don't they? Apparently, the janitor on this floor has a garden and has been putting bouquets in the offices here for years. Do you ever grow things? No? I work a lot. I know you do. Maybe more than you should. More free time would do you good. Do you have a hobby? No? Perhaps we could find one for you, like a sport. No? I have a craft space in my basement. Maybe I could come up with something you could learn to do. I don't like dark basements. I'd say make yourself comfortable, but I think you already are. It looks like you could take a nap. That's a nice chair, isn't it? According to these message logs, you've been working pretty late over the last couple of weeks. Or not working. Are you ready to talk about who you're interacting with? From what I can see here, the interaction is getting more serious. Is it distracting you from your work? My work is important. There's a non-disclosure agreement. Good morning, Vanessa.
Well, I can't blame you for looking out the window instead of listening to me. It's a gorgeous day, isn't it? I like the blue sky. So do I. Now, let's see what we can get done on this nice sunny day. Okay, here we go. I know part of your job requires you to do online searches, but a routine audit of your search history has revealed that you're doing a little private searching on company time. Is that right? I get breaks. That's true. So, on your breaks, it looks like you were shopping for a costume. You purchased some fake fur material. What are you gonna make? What was that? Did you say the costume is a secret? Why is that? I can't talk about this. He said he would always be watching. He could be here, or there, or anywhere in between. Are you talking about your dad? Have those feelings come up again? I hate sounding like a broken record, but this is something you really need to resolve if you're ever going to be happy. I have! I compartmentalized him. He's locked away. No, that's not what I mean. You can't just ignore an issue. You have to face your memory of the experiences and process them so you can let it go. So you don't get triggered anymore. You can use a sort of self-dialogue to release these things. I don't like doing that. Well, okay. We'll get back to that. I'd really like to know something about this costume. What's it for? I understand you'll be transferring to a different location soon. I'll be sorry to see you go. I think we've been making progress, don't you? You can request to come back and speak with me more on your own time, though. Did you know that? Our sessions don't have to be company mandated. I have all sorts of clients, Vanessa. I don't just work with corporations. I work with individuals and small groups. I even work in schools. I'm wherever I'm needed. I'm needed somewhere else now. Thank you. When I'm getting to know a new client, I like to start by finding out directly from them what they like to do. How do you spend all the time you have? Nothing. Well, how do you feel about sports? You like sports? Yeah? No? Oh, I get it. You like to watch them, but not play them. You like being inside, don't you? I get that. Lots of weird stuff outdoors, isn't there? Yeah, I understand. Well, I hate to do this right off the bat, but I've been directed to ask you about this. Apparently, I'm the 4th therapist you've had. And apparently, all 3 of your former therapists have gone missing. Or 2 of them are missing. I don't want to scare you, but I have to tell you that one of them was found dead. That doesn't seem to upset you. Well, then I guess I'll go ahead and tell you that the woman's body was pretty messed up. It looked like it was mangled by machinery. That doesn't bother you either? It's all pretty strange, I think. I'm not clear on the circumstances. Apparently the police don't have any evidence. How does all of this make you feel? Maybe I should be watching my back. Yeah, that's funny, isn't it? Okay, shall we move on to something lighter? Do you know a place called Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex? I'll take your silence as a yes. And besides, I know you know it, because the technicians who work for Pizzaplex know you. Or rather, I guess it would be better to say that they think they do. They report that they've caught you on camera, or at least it appears to be you. Nothing to say about that? Well, the techs are convinced that you've hacked into their system many times.
Although, I'll admit I don't see any proof here. Seems like they have more of a gut feeling than fact. But apparently, the hacks are causing all kinds of problems. You get a kick out of that? The idea of techs running around like chickens with their heads cut off? Yeah, that's a funny image, isn't it? But seriously, I have to say that I think it's weird that you'd spend so much time in such a busy, social place. You seem like more of a loner to me. Lots of time by yourself instead of with friends. Lots of time talking to yourself. Right? Is it the electronics you like? I saw in your file that you have developed software programs that talk to you in repeat phrases, right? The program asks you questions and prompts you for responses. It's kind of like your own self-therapy, isn't it? Another way of talking to yourself to work things out, right? When I saw some of your recent encrypted conversation logs, that's what I thought I was looking at. It felt like I was watching someone go back and forth in their own head. But the text found something that's different than that. When I read what they found, at first, I thought I was looking at more examples of you just talking with yourself. Then I realized it was different. When I study this, it sounds like there is someone else responding to you. Who is it? I saw some inkblot test results in your file. I like inkblot tests. You want to do one? Yes? Okay. How about this one? What do you see? What? You want to hold it? Okay. You think it's a mask? It reminds you of a mask? Like a disguise? Yeah, I can see that. You like the idea of being disguised? Disguises let you be sort of invisible, don't they? You can get away with almost anything when you're invisible, can't you? Yeah, you like that idea, huh? Well, okay, moving on. I have another report we need to talk about. Apparently, the techs were reviewing communications going in and out of this building, and they came across some interesting things. They say you were in communication with someone, or maybe something. Pretty strange. What do you think about that? Nothing? Well, the techs say it looked to them like it was an attempt to manipulate you, or maybe to lure you somewhere. There, that's better. On this side of the desk, I can see your eyes. The thing is, when I read the communications, I get something different out of them. I don't think you're being manipulated here. I think you're the one doing the manipulating. No comment? Huh? Okay. Then how about this? I have this still shot the techs pulled from the security footage that recorded you in the Pizzaplex. That's you, isn't it? I know this image is distorted, but I think it looks like you. And you're not alone here. You're talking to someone. Or something. It's hard to tell. What are those things? They almost look like rabbit ears. What? You find that amusing? Well, I guess it is. I got another message from the techs at the Pizzaplex. I'm afraid it's about you again. The techs have been struggling to fix some serious glitches with the robots. I'm not sure what exactly is wrong, except that it's making the robots more eerie than entertaining. You like that? Eerie instead of entertaining? Thanks, but it's really not that funny. Apparently, the glitch extended beyond the robots. It went system-wide.
It began infecting all the machines, and when the techs traced the glitch back to its origin, it led them to you. I'm not going to pretend to understand everything I'm reading here, but what I get is that the system-wide glitch was like a cascade that was broadcasting a very dangerous message. While the techs were trying to reprogram the system to remove the glitch, the source of the glitch shifted. You'll have to excuse me, I'm not all that familiar with computer programming, so I might get this wrong, but what I understand is that the glitch stopped being a glitch and turned into an intentional set of subroutines that were aimed at creating the same thing the glitch created. Those subroutines seem to have come from you. Can you explain that? Listen, I'm on your side here. Our sessions are just between you and me. The techs can't prove what they think, so you're not in trouble. I just thought you could tell me what you're trying to do. Maybe if we could get to the bottom of that, it could help you. What do you think? Still not talking? All right. Well, then let's do this. Why don't we talk about the research I did in your past, shall we? Some therapists think they should only focus on information they get from their clients, but some therapists, like me, think it's helpful to find out about clients from other sources. Wanna guess what I found out when I looked into the tragedy of your past? All that stuff about your parents? You aren't even gonna look at me? Fine. You can look at the floor all you want. But it won't change the fact that none of what you said in your file about your parents was true. The truth is, you had great parents, a great childhood. Why did you lie? Look at me. Tell me why you lied. You... Well, I can understand why you might feel angry about the way I just confronted you. Why don't we come back to this another day? You're shaking your head as though that's not going to happen. Ну да, это походу все. Больше не случится. Пиздец. Что я сейчас послушал? Блять, одна эта хуйня страшнее, чем вся игра, нахуй. Пиздец, это пиздец. Я в том плане, что сама как бы история куда намного стремнее, чем реально все, что в этой игре происходило. Да.